качестве тест-драйва мы посетили Гренадино. Это отсюда где-то миль, наверное, 150, 140, 120, смотря как считать. Туда-обратно. Там провели почти 10 дней. Дивной красоты острова. Дивный просто. Беки. Тобаго Кейс. Ой-ой-ой. Ладно, на сегодня великий переход на Пуэрто-Рико. Потому что туда прилетает Элла буквально через 4 дня. 5. Выкинуть мусор. Долить воду. Все приготовлено. Поставили enclosure, потому что одни дожди сплошные. Вот. Все готово. Даже в салоне прибрались. У нас стартборд так, правый галс, всю дорогу. Если будет некомфортно в каютах спать, не получится. Так и вот. Идеальная чистота. Да, и у меня помощник появился в команде. Мой старый приятель, которого знаю уже лет 25, наверное. Это будет его первый серьезный офшорный яхтинг. Ну, тут уже месяц почти со мной. И ничего, не жалуется. Готовит хорошо. До свидания, Мартиник. Легких 400 с небольшим миль до Пуэрто-Рико. Aurélie, c'est Porquerolles normalement qui est au ponton de Porquerolles et Jumbo après. А попасть мы хотим в город Понсе. Это самая южная часть Пуэрто-Рико, южно-западная. Хорошо, как с матросом-то, а? Et quand tu seras au poteau numéro 5, contrôle que la 578, 580 sera les fautes. Ладно, хватит. Ну, ветер должен быть. Посмотрим. Один из самых моих любимых островов. Мартиник. Если не самый. Акклиматизировался у нас тут он за месяц-то. Роше ду Диамант. Всегда хотел пройти между этим камушком и самим Мартиником. Прикольно. Франс. Город стоит. Код Zero. Пуэрто-Рико прям вот там. Это, в общем, вот 7 узлов. Легких 378 миль. 2 дня с небольшим. Отлично. То есть 9,5, скорость 9,6, 9,7.
Ну, на ночь придется, конечно, убрать этот парус. Но быстренько идем туда, куда надо. Все, Мартиник скрылся из виду. Скрылся из виду Мартиник. И мы пошли. Мы пошли До Доминики или как? до Доминики. Ну и логично, что Код Zero пришлось убрать. Какая красота. Мы вышли в 9 из-за неполных 8 часов 65 миль. Немножко солнышко заката. Извини.
всю ночь. Код Zero стоит, ветер 23, скорость на время 9-9,5. Интересную вещь я выяснил. Вот здесь находится в самом центре. В самом центре находится остров Авес Айленд, что он представляет в центре Карибского моря. Вот он где. Представляете? Принадлежит Колумбии. Он размером 300 метров на 300 метров. Вот он, островок. День второй. Ветер стих, к сожалению. Ну как стих? 14. Но зато почти 200 миль за сутки-то. Я тут, кстати, поразузнал про этот остров. Принадлежит он Венесуэле. Там есть только маяк. 5 пальм. Больше ничего. А самое главное, он с каждым годом все меньше и меньше становится. И исчезнет. Ну, лет через 10. Спал ветер. Осталось еще 186. Остается только ждать. Смена Марины у нас произошла. Позвонили мне, написали e-mail из Понса, и у них мест нет. Какая-то регата отменилась. И все. Соответственно, нам теперь вот сюда. Марина Реаль или что-то такое. Это плюс 40 миль. Соответственно, мы туда придем ночью. Ну, такова жизнь яхтенная. А вам закат.
хочется верить, сегодня будем там. В горизонте показался Пуэрто-Рико. Там вдали. Сегодня с ветром дела гораздо лучше. 18, 19, 20, 23. Совсем другое дело. В 8-9 часов и мы там. Все-таки Код Зиро мощный парус, а? От, наверное, 75 apparent wind до 125 apparent. Ух! Вот вы знаете, что он так увлеченно снимает? Янакер! Большой синий парус. Ближе к Пуэрто-Рико ветер взял и поменялся. Это Кабо-Рохо, самая южная часть Пуэрто-Рико. И дивной красоты маяк. А вон там, за поворотом, наша Марина. Марина Реаль. Где мы и проведем 5 дней. Ветер кончился. Ну что, мы сделали это. Марина Пуэрто-Реал. Пуэрто-Рико. И еле, блин, залезли сюда. Смотри. Те. Ну вот это как. И так же с другой стороны. Но лучше здесь. План наш такой. Сейчас матрос домывает лодку. И мы идем прямо туда, в марину, бар, ресторан. Там будет финальный кадр. Мы соскучились по мохито и пиноколадо. И всем радостям Пуэрто-Рико. И это было прекрасное путешествие, кстати. Я получил огромное удовольствие. Второй день, к сожалению, ветер был слабый. Но ничего. Зато первый день был просто великолепен.
200 миль, а? 200 миль за 24 часа. Вечер трудного дня. Сангрия, посмотрите, какая пиноколада. Я тут, кстати, посчитал, мы с тобой прошли в сумме за эти 3 недели там 750 миль. Мартиник, Гренадины, там, обратно Мартиник и Мартиник сюда. Невероятно. Я за месяц пешком больше прохожу. Конечно. Серьезно? Я шучу, конечно. Ладно, ты будешь с наслаждением вспоминать эти дни или в кошмарах? Ну, как бы есть какие-то моменты, которые с наслаждением будут вспоминаться. Но, скажем так, это будет не переход на 3-4 ночи там, а это будут Гренадины. Гренадины, да. В какой-то части Мартиника, в основном Гренадины. Я хочу на Гренадины опять. Эти маленькие островки, Лобстер, Лобстер, особенно пляжики. Мэйрё, или как он, Мару, вот это да. был шикарный Вау. пляж. Шикарный. Ладно, на этом все. Красота.